Hello, beautiful, с вами на канале Трингитай. Мы продолжаем проходить игру Call of the Elder Gods. Я не помню, говорила ли... все, я говорила, забейте. Оттуда мы пришли, пошли сюда сходим. Так, ух ты. Какой-то дядька смотрит на меня тут. Этот человек точная копия профессора. Да папаша его, потому что, наверное же. Разорванный холст. Да и все. А зачем она записала это? Ну зачем-то надо будет, походу. Похоже, отец профессора был связан с политикой. Сенатор-республиканец Джон Эверхарт объявляет, что он выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора Массачусетса. Убежденный республиканец Джон Эверхарт, занявший пост сенатора штата согласно законодательству Массачусетса в 1912 году, сегодня объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора. Выступая перед полным залом последователей из ряда своей партии в Фаннел-Холле, Эверхарт призвал работать головой и твердо следовать принципам, пока мир охватила неопределенность. О, прикольно. Шли сюда. Нет, пошли направо. Направо, потому что я всегда права. Шучу. Или нет? Ух ты. Комната выглядит угнетающе. Ага, это комната, в которой они с женой тогда квесты там делали. Давай сначала сюда тогда. Какие странные тотемы. Это что, рыбы? Да, типа того. Так и есть. То есть профессор Эверхарт организовал Тихоокеанскую экспедицию. Кто бы мог подумать, что он искатель приключений. Сын сенатора ищет исцеление в Южных морях. Гарри Эверхарт, сын сенатора штата Джона Эверхарта, объявил о запланированной экспедиции в Южные моря. Сообщается, что жена мистера Эверхарта страдает редким, пока неизвестным заболеванием, лекарства от которого не существует. Убежденный, что средства от болезни можно найти в отдаленных и малоизвестных регионах, мистер Эверхарт спустя месяц отправился в путь в сопровождении небольшой группы, в которую войдет медицинский работник, техники и другие специалисты, готовые к решению предстоящих задач. Квест настаивала на продвижении экспедиции. Я посчитала это хорошей идеей, но я ошибался. Как же я ошибался? Если бы отец дал мне деньги, и мне бы никогда не понадобилась его помощь. О, это тоже из первой части исходит. Эта экспедиция, должно быть, была для него весьма важна. О, конечно, важна. И для него, и для других участников экспедиции. Столько картин. Жесть. Порванный холст. На раме написано Сепультура. Путура. Окей. Много фотографий этого камина. Расплывчатые тени. Я начинаю подозревать, что старый профессор немного съехал с катушек. Я пытался запечатлеть расплывчатые тени на пленке безуспешно. Тени были возле этого камина. Этот камин, который вот там. Может, нам стоит посмотреть этот камин еще раз? Давайте пойдем осмотрим камин еще раз. Может быть, я что-то пропустила. Ну, а может, это просто камин. Это просто камин, забейте. Я ничего не пропустила. Пока что, по крайней мере. И все. Ну, пошли тогда сюда. Так, что тут у нас? Похоже на какое-то святилище, посвященное женщине. Там этот знак тоже есть, вот тут справа. Вот он, знак. Прикольно. Но это же, наверное, его жена. Кто-то порвал холст. На раме латинская надпись. Водительское удостоверение некоего Мануэля Сильвы.
Кто это? Не помню таких. Возможно, при других обстоятельствах эта песня показалась бы мне прекрасной, но сейчас она вызывает дрожь. Немножко. Прикольно. Пусть играет. Так, пошли. Пойдем на улицу. Оп. Сохранение прошло. Что мы будем делать с вами? Shift бежать. Да я как-то, знаешь, типа, вроде как уже на Shift только и хожу. Так, ну, наверное... Ой, блин, куда пойдем? Сюда пойдем? Пойдем сюда. О, что это? Эта штука похожа на вазу с выгравированным лицом. Вращается. В каком дурдоме живет профессор? Не знаю куда, но давай ее... Осторожно, каменная лестница скользкая. Хотела сказать, давайте его повернем. Все, вот сюда. Потайная комната. Снять все портреты отца, избавиться от всего эзотерического хлама матери, кроме потайной комнаты. Срубить сгоревшее дерево возле норы, позвонить Ричу или Мэри, может, в другой день. Эзотерический хлам. Пускай сюда смотрит пока. Ух ты, вот она, вот она. Это памятник Норы же, да. Ух ты, это так красиво. Похоже на какую-то усыпальню. Это жена профессора? Эви было трудно поверить, что отшельник, живущий в этом заброшенном особняке, мог кого-то любить. Но он любил. Искренне и всем сердцем. Куда они должны быть повернуты? Вот в чем вопрос. Такая изящная, элегантная женщина. Ну, и определенно был острый глаз на красоту. Давайте сфоткаем, это красиво выглядит. Блин, если бы вот эта вот фигня исчезла, еще было вообще отлично. Вот это вот... Я жду молнию. Хочу молнию красиво сделать. Молния не хочет меня, походу. Ну, такое. Пусть уже хотя бы так. Ладно. Обойдусь. А где находится? Вот там теплее. Ну, пускай. Я не знаю, в какую сторону их повернуть. Я изначально подумала, что в сторону теплицы нужно. Но может и не нужно. Сейчас посмотрим, что здесь. Что за дверь? На ней даже нет замка, только какие-то символы. А где-то еще один должен быть. Где-то должен быть еще один. А, ну стой. Ты какой? Ты грустный, кажется. Грустный на Луну. Где у нас Луна? Ладно. Но где-то еще должен быть один. Бесполезно. Заперто. Ну, значит, дело не в статуе. Или в статуе. Нет, статуи для другого.
Кажется, на этом ведре вырезан какой-то символ. Это рыба? Рыба. Ты кто? Плачущий, плачущий. Плачущий рыба. Вот его надо повернуть туда, к колодцу уже. Ага. Ну, значит, все правильно поняла. Нужно найти эти символы где-то. Окей. Пошли поищем еще раз. А я, правда, луну не нашла, но если что, методом тыка. Стоп. Показалось, не показалось, показалось, не показалось, Тань. Лотос какой-то, вот тут вот. Вот он, вот лотос. А. Ну, и это смеющийся. Но он правильно, значит, стоит. На лотос, да. Окей. Так. Ты у нас какой? Злой. Огонь. Но предположительно вот тут должен был быть огонь. Поэтому давайте повернем туда. Дерево. Вот, на дереве был этот знак. Я на него еще тогда внимание обратила. Да-да-да-да-да. Это вот дерево. Вот оно. Значит, это должен повернуться вот сюда. Окей. Что? Дай пройти. А. Ой, извиняюсь. Хорошо. Так, есть. Значит, вот этого надо найти. Он куда повернут? На какую луну, блин? Где луна? Нет луны. Или я не вижу? Что он здесь? Ну, методом тыка можно поражать. Что вот здесь? Луна, где ты? Че, неужели методом тыка не выйдет? Не ври. А, так вот луна. Здрасте, вот она. Буквально. Давай, открывай. О, класс. Прикольно. О, Господи. Страх и ужас. Прошла свой путь в тени и скорби. Элизабет Мэри. Может, этот человек служил в армии? А она это не записывает случайно? Отец, муж и слуга народа. Должно быть, это отец профессора. Но это отец, это мать, это кто? Томас. Какой-то Томас. Это из Библии, Псалом 1, стих 1. Должно быть, эта женщина была очень набожной. Это определенно похоже на ключ от теплицы. Светлой памяти нашего первенца Джона Эверхарта-младшего. О боже, мертвый ребенок. Душа разрывается. Надпись на рамке гласит: ага, записали. Записали, угадали. Чудесно. Вот это вот. А вот это вот. А почему я не могу? Я ж... Мне показалось, или я до этого могла на нее нажать? Или мне показалось? После ключа я его подняла, и мне показалось, что там была эта штучка, нет? Либо я продинамила, и все, хамбец. Либо я ошиблась. Ну ладно. Гарри редко говорил о своем брате Джоне. В основном потому, что он его не знал. Мальчик умер за несколько лет до рождения Гарри. Тем не менее, он считал, что этот трагический случай сыграл решающую роль в том, что его мать увлеклась оккультизмом. Ну так себе, конечно. Открыто. Ура-ура. Что мы изначально тут хотели? Кто-нибудь помнит? А я нет. Ну сейчас все, смотрим, узнаем. Профессор, похоже, действительно интересуется ботаникой. Свечи горят здесь. Эти белые цветы разбросаны по всему особняку.
Судя по всему, это издание научно-фантастического романа «Будущее Ева» на испанском языке. Заберу на всякий случай. Так, ну мы так-то все здесь осмотрели, это понятно, нам нужно эту книгу поставить туда. Туда. Там эти книги. Как выйти? Боже. Ну, красивенько. Мне прям нравится вот именно атмосфера, цветовая гамма, вот это все вайбики. Люблю. Честно говоря, мне пока она даже нравится, наверное, больше, чем первая часть. Ну, пока, по крайней мере. Как там дальше будет, я хз. Это, кажется, здесь было. Здесь тайная комната? Угу. Как они расставлены. Так вот. Так вот по этим, да, наверное? Да. Хотя, стой, но их же здесь... Я бы подумала, что по вот этому... Но здесь больше книг, чем... Нет, все правильно, подожди. Вот так? Нон. Да нет, куда? Дай. Вот так вот. Нужно от самого маленького, наверное, это вот на вот это, да? Сначала тогда ребенок, сначала... Но я не уверен. Протерия. Так вот. Потом средний, кто пацан, вот этот, нон. Дальше вот этот, вот. Это сет. Ура. Потайной отсек. Эви никогда не была сильна в языках, особенно мертвых, вроде латыни. Тем не менее, ей удалось уловить общий смысл фразы. Мы не можем изменить прошлое, но мы должны предвидеть будущее. Невероятно, в камине какой-то потайной отсек, будто в детективном романе. Так, архитектурная модификация. Я же говорила, что-то там есть. Местоположение, дата, описание. По запросу мисс Эверхард заказана модификация, включающая установку скрытого механического отверстия в конструкции камина в гостиной западного крыла. Примечание, подробная информация о механизме исключена из публичной записи по указанию клиента. Похоже на какую-то музыкальную шкатулку. Это музыкальная шкатулка из первой части же? Я правильно поняла? Куда? Чего? Ну а зачем мне ее дали потрогать? Просто потому что это воспоминание, отсылка на первую часть? Я думала, я могу хоть ее включить, что-нибудь. Нет? Могу. Офигеть. Не издает ни звука. Может, сломано. Там кнопочка есть какая-то. Ну еще раз покрути. Что? Тут есть какая-то загадка с этим 100%. Ну какая, я без понятия. Ладно, потом подумаем. Всей видимости. Я могу сохраниться именно? Нет, но выбор главы есть. Хорошо. Так, что тут у тебя? Рассказывай. Определенно, как детективный роман. Наверное, мне нужно посмотреть, что там внизу. Походу.
Выглядит, кстати, это не очень хорошо, как по мне. Ну да ладно. Профессор. Она еще так шепотом. Профессор. Профессор, вы тут? Ответьте мне. Профессор. Эу. Фью. Что это у тебя тут? Карты какие-то, рыбы какие-то. Смотри-ка, это его очки. Ёп. Что ж это такое, что делается? Подожди-ка. Статуэтка разбита, а шар разлетелся на куски. Если бы только это, зай. А что если я... Нет, не трогай. Не трогай. Извини, я сначала не подошла к тебе, но мне интересно было посмотреть. Однако в случае Эви и Гарри все было еще более неловко из-за необычных обстоятельств, при которых они познакомились. А как вы себя чувствуете, профессор? Учитывая, что на меня напали, избили до потери сознания, да еще и пытались ограбить в моем собственном доме, полагаю, не очень хорошо. Эви не знала, с чего начать, поэтому она выбрала максимально формальный подход. О, я не представилась, Я знаю, кто вы, мисс Дрейтон. Мы договорились о встрече сегодня, и я могу догадаться, о чем вы хотите со мной поговорить. Эви опешила. Он знал? Значит, профессор Эверхарт все-таки прочитал ее письма. Полагаю, у вас есть ко мне вопросы, так что давайте. Кто это сделал? Вы об ограблении? Доктор Ком в горле. Кто? Мой психиатр. Или я его таковым считал. Не следовало приводить его сюда, я был слишком беспечен. Что это за статуэтка? Вы же не трогали ее осколки, правда? Нет, вы ясно дали понять, что не стоит. Хорошо, потому что этот черный шар сделан из... Гарри собирался рассказать ей, что в шаре заключена кровь древнего бога, пришедшего из-за пределов времени и пространства. Но он решил пока не пугать Эви. Очень опасного вещества. Что вы имеете в виду, когда говорите, что вещество опасно? Хуже того, я видел, как люди теряли рассудок и здоровье от одного контакта с этим веществом. Где вы нашли эту статуэтку? Да, в пещерах у реки Рапаханак. Раскопками руководил профессор из Мискатоникского, да? Пейсли или Пресли? Натанаэль Пизли. Да, Пизли, как думаете, с ним можно поговорить? Нет, он умер несколько лет назад. Своей смертью, по крайней мере. Я надеюсь на это. Что случилось со статуэткой? Лучше так, чем допустить, как она падает. Что? Эви была раздосадована, ведь ей пришлось приложить столько усилий, чтобы уговорить профессора Эверхарта поговорить об этой статуэтке. И в тот же день этот ворчун разбил реликвию на 1000 осколков. Что эта статуэтка делала у вас дома? Ну, я принес ее сюда для работы над моим исследовательским проектом о древних цивилизациях. Гарри не смог придумать оправдание получше, потому что я спрятал ее у себя дома, чтобы скрыть от излишне пытливых энтузиастов и не дать другим стать жертвой ужасающей силы древних богов, звучало куда хуже. Вы не знаете, есть ли другие такие статуэтки? Очень сомневаюсь. Думаете? Потому что я вполне в этом уверена, профессор. Почему вы так уверены? Я видела их в своих снах. О чем вы? Сны о странных и древних артефактах вызвали у Гарри плохие воспоминания по личным причинам. Мои сны. Я упоминала о них в своих письмах, помните? Мне уже давно снится какое-то место, древний каменный город, затаившийся в джунглях, существующий с доисторических времен.
И там есть еще такие статуэтки, и все они держат эти черные шары. Мисс Дрейтон, вам лучше забыть об... Итак, если Пизли нашел эту статуэтку в Вирджинии, там могут быть и другие такие же. Послушайте, возможно, в таких пещерах я... Как можно быть такой глупой? Вы что, совсем меня не слушали? Не вздумайте даже приближаться к той пещере в Вирджинии. Профессор, ну вы же не серьезно? Мне нужны ответы, мне... Ты херли кричишь, во-первых. Перестань. Боже. Слушайте, я знаю, кем вы меня считаете, но не потерплю обращения к себе в таком тоне. И что я вам сделала, что вы так на меня разозлились? Насколько я помню, если бы не я, вы бы до сих пор сидели за этим камином. Так что можете болтать хоть до посинения, но вы не запретите мне куда-либо ехать, понятно? Да. На Гарри уже много лет никто не повышал голос. И впервые за долгое время он почувствовал искренность в общении с другим человеком. Возможно, разговор оказался не самым приятным, но все же искренним. Мне нравится, мне нравится. Этот камин открывается изнутри, мисс Дрейтон. Но даже если так, я должна извиниться. Вы пошли на большой риск, даже не зная меня, мисс Дрейтон, так что спасибо. Ладно, извинения приняты. Так вы твердо решили отправиться в эти пещеры, да? Да, совершенно верно. Вы правы, я не могу помешать вам отправиться в Вирджинию. Как вы собираетесь добираться туда из Аркхема? Ну, не знаю, я об этом не думала. Мне кажется, туда не ходят регулярные автобусные рейсы, правда? Нет, не ходят. Итак, я предлагаю... Я поеду с вами в Вирджинию. Но я возьму на себя все расходы, не волнуйтесь, если чего-то умнее много, так это денег. Взамен я прошу лишь одного. Когда мы приедем на место, следуйте моим инструкциям и будьте очень осторожны. Мы поищем то, что вы там хотите найти, а потом уедем. Согласны, мисс Дрейтон? Да, да, большое спасибо, профессор. Мне, вот, кстати, такой профессор мне нравится больше. Хотя он и старый. Однако эта язвительная упрямая девушка ему сразу понравилась. Это было вполне объяснимо. Все-таки Гарри был хорошим другом отца Эви. Да? Кто отец Эви? Я помню фотографию ее с отцом маленькую, но он был в первой части где-то на фотках. Он с ним в экспедицию ездил, я не помню этого. Вот и приехали, пещеры реки Рапаханак. Но площадка здесь закрыта. Да, это так, по всей видимости, один из участников раскопок умер там, археолог по имени Джон Тиг. Поэтому правительство остановило раскопки вскоре после того, как нашли статуэтку. То есть мы здесь делаем это незаконно? Если я скажу, что это незаконно, проникли на закрытую территорию, это остановит вас, мисс Дрейтон? Нет, не думаю. Тогда прошу, вперед. На, вот возьми. С помощью них мы будем оставаться на связи. Судя по всему, от пещеры отходит лабиринт из бесчисленных туннелей, в котором легко заблудиться. Смотри под ноги. Там... Смотри под ноги. Я через секунду. На самом деле, Жиза. Мисс Дрейтон, вы меня слышите? Вы в порядке? О колоссальных пещерах и древних реликвиях. Глава 2. Сколько тут всего глав, кстати? Да, думаю, да. Я в безопасности, на верном пути. Идите по маршруту раскопок, он приведет вас к подземному озеру. Так, что у нас по времени? Я думаю, что мы, в принципе... Да, давайте закончим на этом. Мы прошли первую главу, получается, полностью. Я не знаю, сколько там глав всего. Я не знаю, сколько длится игра. Я позже прочекаю. Ну, еще какое-то время точно. Я думаю, что должно быть как минимум 5 глав, мне кажется. Не знаю, может больше, может меньше. Не помню даже, сколько в прошлой игре было. Так что спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.